Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Реклаб. Сегодня у нас точный, мощный, надежный, тяжелый скоростной станок Advercat 2040 с полем 2 на 4 метра на раме К45МТ. Итак, для чего же нужен этот механический зверь? Ниш и материалов для обработки просто огромное количество. Станок может обрабатывать МДФ, фанеру, ДСП, мебельный щит, массив дерева, акрил, пластики, ПВХ, алюминий, латунь и множество других материалов. Эти станки отлично подходят для изготовления различной рекламной продукции, для торгового и выставочного оборудования, для изготовления композитных панелей для вентилируемых фасадов, для различной дизайнерской параметрической мебели, для кухонь, для каркасов и для фасадов, матрицы для вакуумной формовки, мастер-модели для литья жидких пластмасс, алюминиевые детали и формы для экструзии и литья под давлением, трехмерный декор, разделочные доски, шахматы, нарды и даже ортопедические стельки из различных пенопластов. Если перечислять все сферы, в которых можно применять этот станок, у нас не хватит никакого терпения. Не забудьте подписаться, и в следующих выпусках вы увидите, как эти и другие станки делают очень крутые штуки на различных производствах по всей нашей стране. Зачастую клиенты перед покупкой интересуются, почему нужно покупать именно станки Advercat и какие могут возникать риски при покупке того или иного оборудования в ЧПУ. Возникающие риски характеризуются следующими факторами. Во-первых, качеством оборудования. Во-вторых, добросовестностью и надежностью продавца. В-третьих, наличием сервисного центра и специалистов высокого класса в нем. Здесь по ссылке вы можете посмотреть, как специалисты нашего сервисного центра переделывали станок Advercat 2040 с шаговых на сервомоторы. Для оперативного обслуживания необходимо большое количество запасных частей на складе и честная гарантия без скрытых уловок. Все станки Advercat обслуживаются централизованным сервисным центром, и нашим покупателям нет необходимости обращаться к продавцам. Они могут обращаться напрямую в сервисный центр. Зачастую лучше приобрести надежное оборудование с честной гарантией и длительным ресурсом в лизинг, чем страдать от покупки дешевого оборудования, решая свои проблемы самостоятельно. Станки Advercat Basic – это базовая серия в линейке станков Advercat. Станки с полем 2 на 4 метра на раме К45МТ, весят более 2 тонн и выполнены по особому технологическому процессу, включающему в себя термоотпуск рамы, точное фрезерование и шлифование под механические элементы. Рама станков Advercat представляет собой цельносварную станину из профилей прямоугольного сечения. Сначала раму варят из толстого металла, после чего ее отжигают и отпускают в специальной печи при определенных режимах. Далее ее помещают на склад, в котором она отдыхает 7-9 месяцев для того, чтобы снять все остаточные напряжения. Как вы понимаете, это не дешевый и сложный технологический процесс. Перед установкой направляющих рама фрезеруется и шлифуется на огромном обрабатывающем центре с ЧПУ. Это дает возможность выдержать геометрию координатного стола при установке направляющих и рейк. На станок установлены высокоточные стальные квадратные полированные направляющие и косозубые рейки. Такие рейки обладают лучшим зацеплением в паре с шестерней и имеют меньший люфт, больший плавный ход, за счет чего и работают ощутимо тише. Под защитным кожухом с обеих сторон портала у нас находится блок редуктора и привод оси Y. Как показывает практика, надежный, хорошо отрегулированный ременной редуктор предпочтительнее бюджетных планетарных редукторов. Посмотрите на мотор. На этом станке установлены крупные шаговые моторы NEMA 34 с фланцем 86 мм, мощностью более 400 Вт каждый. На холостом ходу станок разгоняется до 35 метров в минуту при разрешении в 0,01 мм. На станок установлены специально сконструированные редукторы с большим количеством ребер жесткости и дополнительных настроек.
Уход за станком упрощается благодаря централизованной системе смазки. Вот таким вот образом можно качнуть смазку во все направляющие и ШВП, установленные на оси Z. Вот таким вот образом на станке Advercat 2040 сконструирована ось Z. В защитном кожухе находится шпиндель, щетка пылесборника, трубка-распылитель масляного тумана, подсоединение аспирации и шланги водяного охлаждения шпинделя. А вот и трубки централизованной системы смазки, через которые подается смазка на гайку ШВП, и блоки подшипников оси Z. На станке Advercat мы устанавливаем проверенные годами надежные шпиндели с жидкостным охлаждением. Патрон ER25 дает нам возможность использовать фрезы диаметром хвостовика до 16 мм. Вакуумный стол на станке разделен на 6 автономных зон. Управлять прижимом каждой из зон можно с помощью кнопок на панели управления. Кстати, на многих аналогичных станках управление зонами производится механически. На станках Advercat, как видите, реализован более простой и практичный подход. Итак, для чего же нам нужно зонирование? Для того, чтобы достичь беспрерывного процесса производства. И выглядит это следующим образом. Когда у нас станок обрабатывает какие-то детали на вакуумной зоне B, мы можем достать заготовку на вакуумной зоне А. Сейчас мы вам покажем, как примерно это происходит. Итак, сейчас станок обрабатывает заготовку на зоне B, и вакуум на ней включен, как и на зоне А. И сдвинуть ее практически невозможно даже троим взрослым мужчинам. А сейчас мы выключим вакуум в зоне А и можем эту заготовку удалить. Вакуумный стол на этом станке выполнен растровым способом. Выглядит это все как большая шоколадная плитка. В плоскость вакуумного стола также встроены 12 Т-слотов для удобства механической фиксации. 2 Т-слота установлены по всей длине стола. Отдельно хочу обратить ваше внимание на пазы. Они не прямоугольные, как часто можно это встретить. Это продуманный радиусный профиль. Именно эта особенность позволяет зафиксировать резинку стабильно и на одном уровне по всему контуру, что очень важно для качественного прижима и дальнейшего процесса обработки. Каждая из 6 вакуумных зон оснащена 3 вакуумными присосками. Эти отверстия защищены специальной металлической сеткой для того, чтобы стружка или опилки или мелкие объекты не испортили и не засорили вакуумную помпу и весь вакуумный тракт. Прочистить трубку длиной около 4 метров практически невозможно. Вакуумный прижим на станке обеспечивает вакуумная помпа. Помпы бывают разные, об этом мы поговорим в следующих видео. Итак, на панели управления у нас присутствуют следующие элементы. Включение полностью станка и сигнализатор, который сообщает нам о том, что станок включен. Управление вакуумной помпой. Управление второй вакуумной помпой или, например, аспирацией. Выключение всех активированных вакуумных зон. То есть, если мы включаем вакуумную помпу, и активируем только 3 вакуумные зоны, мы можем увидеть, что вот этот переключатель деактивирует сразу все 3 вакуумные зоны, и нам не приходится отщелкивать их по очереди. Мы можем их активировать и деактивировать одновременно. Дальше у нас на панели управления есть пульт инвертора, а также станок управляется вот такой DSP-системой. Это пульт Rich Auto. Достаточно современная модификация его, модель А11. Все станки Advercat серии К45МТ оборудованы устройством подготовки масляного тумана. Соответственно, если вы обрабатываете какие-то материалы, которые требуют смазки именно масляным туманом, такие как алюминий, акрил,
или еще какие-то виды материалов, которые требуют именно качественного среза с охлаждением инструмента, то вы можете использовать уже идущий в комплекте масляный туман. Если необходимо подключить другую подачу охлаждающей жидкости, другой СОЖ, то также вы можете просто заменить вот это устройство масляного тумана на систему подачи охлаждающей жидкости. Смотрите, друзья, у нас со станками поставляется два таких ящика. Водяная помпа для охлаждения шпинделя. Это базовая, то, что идет в комплекте. Если захотите, можно ее заменить на чиллер. Идет полипропиленовые трубы для подключения вакуума. Вот такая супер нужная, супер качественная, интересная резинка для вакуума. Также со станками Advercat идет вот такой тулбокс в комплекте. В нем идет набор фрез, набор ключей, запасные ремни, информационные кабели и зажимы для вакуумных труб. Также идет в комплекте гайка ER25, ключ под нее, ключ для откручивания на шпинделе, цанга ER25 под фрезу 12 мм, 6 мм, еще одна 12 мм и 3 мм. Фрезы для чистки поверхности стола, 90-градусная фреза для гравировки, набор концевых фрез для гравировки и резки, фреза радиусная, фреза фасочная, несколько предохранителей, шестигранник и торцевая шестерка двухзаходная. Это у нас виброопоры регулируемые. То есть они регулируются у нас по высоте. И вот такие мощные болты, которые, собственно, эта опора крепится к самому станку. И если вдруг вам нужно высоту регулировать достаточно сильно, то вы можете регулировать ее вот таким вот контргайкой. Опор у нас в комплекте идет 8 штук, соответственно, и болтов тоже. Также в комплект входит 2 опоры для штанги, которая удерживает непосредственно гофру, прикрученную к шпинделю. Подключение поворотного устройства расширяет область применения станка и позволяет выполнять роторную обработку или полноценную четырехосевую с использованием контроллера Reach A18. Благодарим вас за просмотр этого видео. Не забывайте подписаться и поставить колокольчик. Не пропускайте наши мастер-классы в следующих выпусках. Пока!